Я всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Евгений, и вы на канале Invest King. И сегодня у нас разбор довольно интересной и перспективной компании Skyworks Solutions, тикер SWKS. Но я желаю всем вам приятного просмотра и приятного аппетита тем, кто кушает, а мы начинаем. Skyworks Solutions – американская компания, основанная в 1962 году, занимающаяся проектированием, разработкой, производством и продажей полупроводниковой продукции. Портфель продукции Skyworks включает в себя усилители мощности, интерфейсные модули и радиочастотные продукты для мобильных телефонов и оборудование беспроводной инфраструктуры, усилители, циркуляторы, демодуляторы, детекторы, диоды, входные модули, гибриды, а также компания создает Wi-Fi роутеры нового поколения и многое-многое другое. Перечислить все продукты компании кажется сложно выполнимой задачей, потому что ее ассортимент просто невероятно огромен. Продукция Skyworks Solutions продается практически во всем мире, а используется в автомобильной, сотовой инфраструктуре, в индустрии развлечений и игр, аэрокосмической индустрии, в промышленности, медицине, на рынках смартфонов, планшетов и так далее. Что более чем впечатляющий список, хочу я вам сказать. Но самое главное, почему Skyworks является компанией будущего, она производит оборудование 5G, которое задействуется в автомобилях, бизнес-оборудовании, промышленном оборудовании и, разумеется, в IoT или интернет вещей, а это в корне поменяет нашу повседневную жизнь в будущем. Я думаю, что такое 5G и почему это невероятно перспективно, понимают все, ведь это позволит скоростям и покрытию передачи данных перейти на совершенно новый уровень. Помимо того, что любимый всеми нами YouTube будет быстрее загружать видео, и мы сможем скачивать фильмы из торрента в несколько раз быстрее, но многие даже не представляют, как при этом изменится вся экономика сетей. Средняя скорость передачи данных увеличится в 40 раз, а себестоимость доставки, напротив, уменьшится в 30 раз, что полностью переворачивает игру. Также помимо этого 5G даст развитие таким областям, как беспилотный транспорт и виртуальная дополненная реальность. Фактически то, чем сейчас хочет заниматься активно Facebook. Все прекрасно понимают, что это просто невероятно перспективное направление деятельности, которые в будущем будут приносить сотни миллиардов долларов ежегодно. В свою очередь 5G даст резкое ускорение в сфере интернет-вещей. А это, кто не знает, способ обмена информацией между несколькими устройствами, подключенными к единой сети. Он помогает собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные без участия человека, через ПО или приложение. С помощью специальных датчиков и сенсоров группы устройств взаимодействуют друг с другом и выполняют разные задачи. Если приводить простой понятный пример, то это умный дом, который почти все функции будет делать сам. Но умный дом — это лишь верхушка айсберга, ведь интернет вещей будет использоваться в производственных компаниях, в здравоохранении, в розничной торговле, в энергетической промышленности, как уже упоминалось ранее, в организации дорожного движения и, как по мне, очень важное направление, которое с помощью интернет вещей сможет заработать совершенно по-новому, это логистика. В общем, в будущем данная технология нас ждет повсеместно, но при всем уважении и всех перспективах у этой технологии все же есть недостаток, а именно пока что она слабо защищена с точки зрения возможности взлома. Поэтому мы понимаем, что вместе с активным развитием интернет-вещей и технологий 5G, скорее всего, очень сильно будет развиваться и сектор кибербезопасности, поэтому тоже обратите на него внимание. Если вам интересен разбор этой отрасли, у меня есть пару очень интересных компаний на примете. Напишите обязательно, если хотите это увидеть. Но возвращаясь к нашей компании, хочется сказать, что она производит практически все самые нужные продукты для интернет-вещей и 5G, поэтому, безусловно, с развитием данных технологий компания будет зарабатывать огромные деньги. Вообще, она и сейчас наращивает неплохими темпами свои доходы, но по прогнозам аналитиков, пик внедрения 5G технологий и интернет-вещей случится где-то через 5-7 лет. Именно тогда и стоит ждать еще более больших увеличений доходов от компании. Ну что ж, вернемся к компании и давайте посмотрим на географию доходов Skyworks Solutions. Итак, конечно же, самую большую долю занимают продажи в США, а именно 63% доходов. Второе место — это Китай, 19,5%, далее идет Тайвань с долей 8%, Южная Корея с долей 5% и Европа и прочие регионы с долей 4,5%. В общем, география продаж довольно хорошая, и в принципе компания работает со многими именитыми бизнесами, такими как Amazon, Apple, Microsoft, Samsung, Huawei, Google и другие. В разбивке выручки
есть на самом деле небольшая проблема. Ну как, это даже не проблема, а скорее фактор риска. Компания получает половину своих доходов от компании Apple. Значит, компания Skyworks Solutions фактически зависит от успехов развития бизнеса яблочного гиганта. Поэтому, соответственно, если у Apple дела пойдут плохи, то у компании Skyworks Solutions на какое-то время появятся довольно серьезные проблемы. Конечно, она сможет найти других клиентов, но это все-таки процесс не быстрый. Пока никаких рисков для снижения продаж у компании Apple нету, поэтому на данный момент это не является проблемой. Но как фактор такого риска это все же существует, и это надо иметь в виду. Ну и заканчивая географию продаж и вообще структуру продаж, хочется заметить, что компания активно расширяет свои зарубежные направления, то есть старается развивать свой бизнес в Китае, Корее и прочих азиатских странах, которые, как все знают, показывают довольно неплохие показатели роста экономики. Но еще одним таким риском в плане географии может служить торговая война США и Китая, которая не очень положительно влияет на бизнес Skyworks Solutions. Так было, например, когда компания Huawei получила санкции, и вследствие чего продажи данной компании упали, и, соответственно, компания Huawei стала меньше заказывать продукции у Skyworks Solutions. Поэтому косвенно все же торговая война является фактором риска для нашего бизнеса. Но теперь разберем общие доходы компании. Здесь хочется сразу отметить, что компания в этом году показала просто невероятно огромный рост своих показателей. Она увеличила выручку более чем на 50%, а чистую прибыль и вовсе почти в 2 раза. Безусловно, невероятно огромный рост. Конечно, сама компания говорит о том, что она вряд ли сможет такими невероятными темпами расти, но увеличение выручки и прибыли на 20-30% ежегодно в последующие 5-7 лет прогнозирует как сама компания, так и аналитики. Поэтому стремительный рост с развитием 5G, как уже говорилось ранее, компания обеспечен. Спрос на ее продукцию растет, это мы видим и по более продолжительной динамике доходов. Так, если мы посмотрим на данные начиная с 2010 года, то увидим, как за последние периоды начали невероятно стремительно расти как выручка, так и чистая прибыль компании. Также хорошо себя чувствует и свободный денежный поток, или же free cash flow. Он показывает очень стремительный рост. Ну а теперь перейдем к балансовому отчету бизнеса. Здесь на самом деле хочется сказать, что компания показывает рост как активов, так и обязательств. Но активы растут намного быстрее, вследствие чего мы видим довольно хорошую динамику увеличения чистого акционерного капитала компании. И закредитованность бизнеса составляет лишь 38%, что на самом деле для такой большой компании очень даже хорошее значение. То есть по балансу мы можем смело сказать, что компания чувствует себя уверенно. С долгами у бизнеса нету никаких проблем, так еще она наращивает чистый акционерный капитал. В общем, баланс просто замечательный. Капитализация компании, к слову, порядка 25 миллиардов долларов США, что, как по мне, очень хорошо. Ведь компании есть куда расти и будет легче делать иксы по котировкам, чем, допустим, компании Apple. Маржинальность компании очень хорошая. Чистая маржинальность бизнеса составляет более 29%, при том, что средняя по индустрии даже не дотягивает до 10%. Показатели рентабельности капитала и активов также на очень высоких значениях, выше индустрии. В общем, компания работает очень эффективно, и это, безусловно, огромный плюс в копилку. Ну и вот мы переходим к показателям стоимости. У компании, несмотря на всю свою перспективность и, безусловно, востребованность в будущем, имеются очень низкие показатели стоимости. Индикатор P на E, который показывает, за сколько лет компания окупает свою стоимость или же капитализацию своей чистой прибылью, сейчас находится на уровне порядка 17, что в принципе неплохо даже для компании стоимости, которая показывает скромные значения роста. Но для такого перспективного ростового бизнеса это просто невероятно низкие показатели стоимости. Форвардный или же прогнозный P на E компании равняется и вовсе 13, что говорит нам о том, что компания очень серьезно недооценена. Ну и мы не могли пропустить очень важную вещь в компании – это дивиденды. Да, несмотря на то, что это ростовой бизнес, он платит дивиденды. И причем для подобного типа компаний довольно неплохие. Практически 1,5% на вложенный капитал. Да, это немного, но компания тратит на свои дивиденды лишь 20% от своей чистой прибыли, что невероятно мало. Это говорит нам о том, что компания спокойно может наращивать эти самые дивиденды в будущем. А если еще учесть тот факт, что компания будет увеличивать свою чистую прибыль, то вообще и говоря,
говорить здесь не о чем. Сейчас же среднегодовой рост дивидендов у компании порядка 14,5%, что невероятно много, и у компании есть все возможности, чтобы сохранить такой рост дивидендов в будущем, что позволит буквально через несколько лет превратить текущую дивидендную доходность в 1,5% уже в более существенную 2,5-3% на вложенный капитал, что на данный момент является доходностью некоторых дивидендных акций. Но и это еще не все. Компания на самом деле, да, не супер быстрыми темпами и не супер стабильно, но все же производит процедуру байбека или обратного выкупа акций. И за последние 5-6 лет это происходит не так регулярно, но все же общий тренд прослеживается. И это очень положительный момент, ведь наша доля в компании как инвесторов увеличивается. Ну и уже по традиции, последний показатель, который мы рассматриваем, это исторический рост в сравнении с индексом S&P 500. Еще раз повторюсь, что исторические данные не гарантируют перспективы будущего, но все же я считаю, стоит обратить внимание на то, как ведет себя компания и какую доходность она показывает. Итак, за последние 10 лет компания показала общий возврат на капитал, то есть полная доходность около 1100%. Согласитесь, это просто невероятно. Индекс S&P 500 за тот же промежуток времени даже не дотянул до 400%. Хотя почему я говорю даже, это все равно очень хорошая доходность, но компания с лихвой обгоняет индекс. Ну что же, пришло время подводить итоги. На самом деле компанию я нахожу очень интересной и перспективной. Безусловно, тут есть определенные риски, но как по мне, они здесь невелики. Компания растет, развивается, технологии 5G ей в этом активно помогают. В общем, очень перспективный бизнес. При этом он оценен довольно дешево, поэтому я смело могу поставить оценку компании в 9 из 10. Как по мне, это станет отличной инвестицией на долгосрочный горизонт. Конечно, в краткосрочной перспективе компания может просесть, но если вы берете прицел на долгосрок, то будьте уверены, что бизнес покажет очень неплохую доходность. В общем, друзья, на этом мой ролик подходит к концу. Я надеюсь, вам было интересно, а главное полезно. Если это так, то поставьте лайк. Если это не так, то, конечно, можете поставить дизлайк. И я надеюсь на вашу поддержку в комментариях. Также пишите, какую компанию разобрать следующей. Я все комментарии читаю, учитываю и потихонечку разбираю все компании, которые вы пишете. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Также, кстати, пока мы не разошлись, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там будут новости, пока я не могу вести его очень активно, но в ближайшее время я смогу его сделать более стабильным. И надеюсь, вы мне в этом поможете. Ведь чем больше там подписчиков, тем больше у меня мотивации работать. Ну что ж, друзья, спасибо всем огромное за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. Арривидерчи.